Добрый день! Я снова приветствую вас на нашем канале. Сегодня у нас, не сегодня, а следующий этап. Буду делать такие вот крепления для потолка. Да? Для этого нарезали вот такие алюминиевые листы, 10 сантиметров. Хочу их сюда вот так вот прикрутить. И уже в алюминиевый лист будет вкручиваться потолок. Для чего это? Просто для того, чтобы сэкономить место. Можно было, конечно, это все сделать деревянной конструкцией. Но тогда я тоже там 2 сантиметра где-то глубины теряю. Вернее, высоты. Пол поднимется на 4 сантиметра. Плюс, если еще вот так вот сделать. В общем, пытаюсь сделать так, чтобы было больше пространства. Вот. Для этого, как я уже сказал, нарезали такие вот листы. Алюмишка 3 миллиметра. Я думаю, можно и 2 миллиметра взять. Но у меня был 3-миллиметровый лист. В общем, сгонял к товарищу. Спасибо, тезка. С ним нарезали. У него такие ножницы. Это самое на работе есть. Вообще классно. Дзынь-дзынь и готово. Все ровненько, красивенько. Чтоб болгаркой замучился бы резать. Вот. Для этого в эти штатные отверстия хочу вставить резьбовые заклепки. Одну я уже так воткнул. Но тут опять же есть нюанс. Нюанс какой? Резьбовые заклепки бывают разного типа. Вернее, их шляпка. Есть плоская шляпка, есть потайная шляпка. Вот. Сейчас я загнал потайную шляпку, да. Но здесь, сейчас я вам покажу. У меня и такие заклепки есть. Вот. Я покажу конкретнее, почему решил с плоскими шляпками брать. Вот они, два вида этих заклепок. Обе на М6. Но вот эта вот заклепка с потайной головкой, да, или шляпкой, она как намного диаметр у нее меньше. Но она влазит в штатное отверстие. Но дело в том, что у нас отверстие на 8 миллиметров. Вот. Сама заклепка вот она 7, 7,9 примерно. В общем, она влазит туда хорошо, но шляпка 9 миллиметров. Это означает, что у меня с каждой стороны по полмиллиметра только... Не знаю, я думаю, мало ли, вдруг она прокрутится, потом фиг ее оттуда выдернешь. Вот. А вот эти вот заклепочки с плоской шляпкой, да? Вот, я думаю, видно. У них какая история? Они диаметром больше. Диаметр 8, 9 миллиметров, да? В общем, штатное отверстие она не влазит. Вот, и шляпка сама 12. То есть 9, 12, 3 миллиметра. С каждой стороны получается по 1,5 миллиметра. Есть, за что цепляться. Это одно. И другое, что эта шляпка, она тоже с насечками против проворачивания. В общем, получается такая история. Теперь мне все эти штатные отверстия надо рассверлить. Вот ступенчатое сверло, да. Но тут тоже получается 9,3, 9,4 миллиметра. В принципе, можно им рассверлить. У нас все равно хватает. Еще здесь 12, 9,4. Будет меньше. И я бы все-таки хотел на 9 миллиметров просверлить. Но ступенчатого нету такого. К сожалению, у меня нету. Может быть, оно так и есть. Вот, взял простое сверло.
Боюсь им сверлить, потому что в тонкий металл, когда засверливаешься, когда проходит, это сверло потом так выпуливает, его надо держать, блин. Сейчас вот попробую, у меня такой ограничитель есть, вот, попробую с ним. Ну, понимаете, чтобы мне не выскочить потом на крышу, не пробурить насквозь. Итак, попробуем. Прям взял сверло с этим ограничителем, намотал еще на всякие изоленты. Попробуем, что получится. Он циклирует. Ляпота. Посмотрел, вроде бы заусенцев не оставляет с внутренней стороны. В общем, на лонжероне, так, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 заклепок. Это все 6 раз. В общем, что, сверлим? Шляпу на рабочую одеть. Погнали. Стружку ловить. Так, обклеился. Сверлим дальше. Итак, обезжириваем антикорем. То есть это красочкой проходим, хотя это обезжиривание вовнутрь не залезло. Ну, красочкой все это. Чтоб не ржавело. Итак, красочка подсохла. Теперь берем автоматический полуавтомат для заклепок. И с помощью динамометрических ручек вставляем туда заклепочки. Главное не перединамометрить. Ну все, вроде крепко сидит. И, в общем-то, так дальше. Модернизировал маленько полуавтомат. Подложил шайбочку сюда, чтобы посильнее затягивать. Вроде функционирует. Итак, заклепки все вогнал. Вроде бы ни одну не перединамометрил. Теперь опять лонжерончики. Обезжириваем. Клеим опять изоляцию. Надеюсь, через изоляцию найду потом, где наши заклепки, да? Она такая тонкая. Сколько? На 5 миллиметров, по-моему.
Вот. Это, в принципе, прекрасно все видно. Так, роликом что ли попробовать? Да, прекрасно все просвечивается. Так, шурупики туда прекрасненько закрутились через изоляцию. Все видно. В итоге хотел, по-моему, 7 сделать. Получилось 9. Так. Теперь надо эти полоски разметить. Где отверстия пойдут. Вот. Размечать буду следующим образом. Где-то скотч. Вот я его. Так, наклею. Вот со скотчем получилось, в принципе, перенести эти отверстия. Я там, видели, это наклеил, отметил. Здесь на алюмишке центр отмерил. Приклеил сюда пленку. Я не снимал это. Вот. Отметил все эти. Ну, надеюсь. Сейчас просверлю, конечно. Накернить, просверлить. Прикину. Если все подходит, ну тогда шикардос. Одну рассверлю. И посмотрю по всем. Если дырки подходят, то будет уже шаблон. Так, взял ступенчатое сверло опять. Попробовал, идет вообще шикардос. Сразу занькивать. Не, посмотрю сначала. Сначала посмотрим, подходит, нет. Так, первую примерил. Подошло вообще все. Шикардосик. Сейчас затяну, посмотрю. В общем-то, вроде бы доработки не нужны. Ну, посмотрим. Эти шурупы еще торчат. Я еще не зенкивал. Еще все прозенкую. Утоплю их. Тут заподлицо были. Вот проверю. Сейчас сразу посмотрю, как они на другие лонжероны подходят, нет. Если подходит, то получается возьмем эту полоску как шаблон. Так, по-моему, длинновато. Ну, сейчас посмотрю. Ну, то подработаем, это не проблема. Ой, что-то долго крутится. Надо шуруповерт взять. Все вроде прилегает, все отличненько. Вот оно. С той стороны
прилегает. Все хорошо. И так, все лонжероны вот эти балки проклеил. Тоже изолировал. Вот. Полоски все тоже приготовил, алюминиевые. Все подходит, все хорошо. Ну вот теперь эту внутреннюю часть, межосевую, скажем так, буду вставлять синтепон. Вот, одно единственное, вот эта вот часть открытая, сюда пойдет люк, но поэтому я еще изолировку не делал. Вот, сейчас там лампа висит. Но я что-то так подумал, в принципе-то, я уже знаю, куда он пойдет. Я могу рамочку сделать, клеить сюда рамочку и все заизолировать тоже. Наверное, так и сделаю. Ну, погнали дальше. Режем синтепон. Так, ну вот, первый лист отрезал. Пшикнул уже клея на серединку и буду от середины исходить. Так, надеюсь, будет держаться. Ну вот, как-то так. Надо отмерять на 2 сантиметра больше отрезать. Все-таки рано пленку снял. Опять прилепил. Ну, тут жара такая была, это вообще трындец был. И клей все-таки буду сюда наносить. Там на белом вообще не видно. Так, теперь попробую по-другому. Не с середки, а с края начать. Так. Так все это дело выглядит. Так, 4. Не знаю, на болты вот еще фиксатор шлепнуть. Этот резьбовой, наверное, сделаю. Так, не перестараться. Ну вот, как-то так. Продолжаем дальше. Так, ну, это... Так, тут подрезать. Так, ну вот наш вентилятор. Сейчас посмотрю. Тогда рамку приготовлю. Поставлю уже изнутри.
Можно будет там закрыть, как я уже говорил. Я его, к сожалению, сейчас не могу поставить наверх. Не выйду из гаража потом. Так что придется в последний момент. Так, а вообще тут рамка нужна? И потом пришурупил. Тогда получается нужна. Сейчас почитаю умную книжку. Может там что сказано. Итак, рамочку для вентилятора изготовил. Клеил ее уже. Вот, теперь пускай застывает. Потом вырежу и вставлю на это, как я уже сказал, после того, как выйду из гаража. Вот. Теперь еще один ответственный момент. Надо сделать выход на крышу для проводов. То есть здесь просверлю отверстие. Тоже такая, как начинается, чтобы в кузове что-нибудь сверлить, так ручки трясутся. Ну, надо. Вот. Потом утеплю. Все так же само, таким же макаром. Вот. И сзади вот этот кусочек еще остался. Тоже доутеплить его. Но сюда мне надо еще что-то придумать для этого. Вот для потолка, чтобы держался. Или уголок какой-то алюминиевый. Вот. Так что вот еще кусочек работы сделан. Думал завтра продолжить, но завтра на работу. Так, в следующей серии буду ставить хобот. Вот он лежит тут уже бедненький, ждет своей очереди. О, красава. А то вдруг мы будем океаны переплывать, чтобы не получить гидроудар. Надеюсь, было не скучно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Палец вверх. До следующих встреч. Tonight I'm moving like